Вот и утро. Начинает солнце жарить. В палатке жарко становится. 7:37. В принципе, нормально. О, да. Прикольно. Все сырое. Ночью такой прямо дождь хороший был. Прямо так барабанило. Я даже проснулся из-за этого. Ну что, доброе утро, в общем. Да, прямо с утра такая туча вон там. Непонятная. Что-то я про колбасу до этого забыл совсем вчера. Не знаю, испортилась, не испортилась, но рискну, доем ее. Вот сейчас вот с гречкой и с чаем. Ну вот мой завтрак. Колбаса. Рискую. Я не знаю, она по запаху как-то непонятно. То ли испортилась, то ли нет. Но рискнем. Не выкидывать же там столько еще колбасы. Чаек и гречка. Кушаем, да, собираемся. Вот что-то вот тучи сегодня. Тучи есть, да. И смотрите, какой ветер. Да, и как раз ветер дует туда, куда мы едем. Вернее, оттуда, куда мы сейчас поедем. Ну ладно, в общем. Поехали. Приятного аппетита. Ну, надеюсь, не траванусь колбасой. Она вроде по вкусу-то нормальная. Ну, запашок какой-то непонятный. Ну все, собрался. Это дело обнуляем сразу. Так, время 6, 7, 8, 9, 9, 17. Вот это другое дело. А не в 11 выезжать. Ну все, погнали дальше. Ну, сейчас, понятное дело, я пешком просто пойду. Тут фиг заедешь на велике. Вот такая тут незаметная своротка сюда. И туда вниз. Ну, мне кажется, легковушка какая-нибудь заднеприводная. Сюда очень проблематично будет забираться. Если скатиться вниз, типа какой-нибудь там Жигуленок или еще что-нибудь. Ну все, погнали. Вот это молодой сосняк, так, мне кажется, вообще недавно вырос. Потому что по Google фотке, вот где я вот заезжал, там прямо выраженная дорога такая. Сейчас-то, конечно, уже такого нету там. Если повторять снимок, кажется, там уже ничего не будет. Ну, я имею в виду, дороги не видно будет. Сюда у него таки густо заросло. Тулун. Стела такая незаметная. Ну да, сейчас Тулун будет. Кстати, велокомпьютер сейчас стабильно работает. После того, как я нижнюю проводку, где был обрыв, перемотал. Все, сейчас нету этих скачков. Все четко показывает. Букву последнюю Н на П поменять, так будет Тулуп. Кстати, это, возможно, то же самое, ну, тот же самый водоем, где я был. Потому что он направо так уходил. Ну, это типа заводь какая-то, ну, не речка. Такая вода стоячая, озерная типа. О, ночные лужи. Река Озей. Ничего такая. Наш поток такой виден. Реально вот лужа. Ночью-то прямо так барабанило хорошо. Дождик. Вот это мне нравится, когда ночью идет. Ну вот, видно, куда ветер дует сегодня. Оттуда и на меня. Заедем в пятерочку. Впервые, как я в Россию заехал. О, как обычно, говорилка в пятерочке это.
Ну что, я хочу найти льняное масло. В общем, да, и, кстати, надо зубную пасту найти. Желательно ту, которую я чищу обычно. А, вот она, Рокс есть. Активный кальций. А тут что? Это чувствительность зубов. Это нам не надо. Ну ладно, что возьмем. Вот активный кальций. А вот и льняное масло. Надо, чтобы холодный отжим был и не рафинированное. Да, холодное прессование, не вот то, что нужно, да. Отлично. Микрорайон гидролизный. Гидролизная вода же, да? Ну, типа там переработанная. Вот тогда мне дальнобойщики в Монголии угощали. Она тоже гидролизная была. Ну, с таким небольшим привкусом, в принципе, вода как вода, ничего такого. Главное, пресная. Да, это мы все по Тулуну едем. Рия. Нет, просто Ия. Большая речка, кстати. Вот такие водовороты. Возможно, даже где-то и судоходные. Вот там центр. Своротка была на центр. Вон храм виднеется. Ну, Тулун такой, большой город так-то, не маленький. Это уж статус города, а не деревни. Жирный прилипучий асфальт. О да. Сейчас если съехать на обочину, столько нас забивается всего. Это надо после такого асфальта по-хорошему, сухому асфальту, чистому еще проехать, чтобы этот битум с колес ушел. Он уже забивается. Камушки прилипают. Вот и пятерки пошли. Фикс прайс, все дела. Я дома, Тулун. Да я пока не дома еще. Ну, формально-то дома, в России. Дом моя родина. Ну, до самого дома еще далековато. Вот когда поезд так едет тихо, можно под трейн попить. Но вот в Тулуне хорошо. Вот идет эта федеральная трасса. И вот такая типа дорожная пешеходная территория. Дорожка. И мы вот по ней едем. Не мешаем грузовикам ехать. Ой, большое спасибо. Желаю доброго пути. Ну все, Тулун, прощай. Интересно было по тебе прокатиться. Эн-Удинск 123. Значит, у нас впереди Эн-Удинск. Ну, уже, скорее всего, завтра туда подъедем. Сегодня не тороплюсь никуда, лайтово, не спеша. Рано выехал, можно потише ехать, никуда не торопиться. Но уже пятнашка есть.
Пока этот Тулун проезжали, там особо не разгонишься. Сейчас наверстаем. Надо, чтобы к обеду хотя бы полтишок был уже. Где-нибудь, чтобы сегодня также 110-120 сделать км. Вот какая красота. Ну, я фоточку сделал. Велосипед на фоне этого. Велосипед на фоне этих желтых цветочков. Что это такое? Ну, чем-то пахнут, да. О, здесь вот это я знаю, что это такое. Это мята. Или не мята. Не, на мяту не похоже. Ну, листочки похожи на мяту. Сорняк какой-то. Да, такое желтое все поле. Он едет, видимо, химикатами брызгает. Вот и первая заправочка Топ-Лайн. Это, видимо, только сибирская. Сибирская сеть заправочная. У нас на Урале я вроде таких не видал. Замка. Ну, погнали с супа поедим. Время 9, 10, 11, 12:36. Ну, сегодня пораньше выехал. Можно и супчика навернуть. Так уж и быть. Вот какие тут ретро. Я, в общем, так еще не делал. Поставил телефон на зарядку. Сегодня без пауэрбанка еду. Это порция, это порция. И, в принципе, главное, не так дорого. Даже 200 рублей не вышло. Пока кушал, 20% зарядил на телефоне. В принципе, нормально. Я сегодня панель не ставил, не стал ставить, в принципе. Powerbank вот этот мой основной 4 деления показывает. Вчера, потому что только камеру заряжал. Ну так, с утра просто зарядил вот этот резервный Powerbank, подзаряжал, он где-то на 4% успел зарядить. Ну вот так вот и заряжаем потихоньку. Вот этот резервный. По утрам чисто, когда собираюсь, кушаю там. Кстати, отличная кафешка, огромная порция, суп в принципе вкусный. В общем, пойдет. Вот метеостанция. И ветер, и направление, и скорость все показывает. Еще, наверное, и температуру тоже. Вот такое будагово. Железка идет. Сейчас списался с Бхагатом, ну этим, с чуваком из Индии. Он только до Иркутска доехал, говорит. Сейчас типа сядет на поезд, доедет до Новосибирска. И с Новосибирска до Омска поедет по ровной дороге. Я ему сказал, ну типа там ровная дорога, гор нету.
Но есть москиты и болото. Он посмеялся такой, ну ладно, говорит. Мне до Новосибирска, что там? Ну, еще дней 10 ехать, наверное. Может 2 недели. Так, смотря с какой он скоростью едет, так я его, может, там еще и догоню где-нибудь под Омском. Или в начале Новосибирска. Там написано колхоз, а вот что дальше вообще непонятно. Какой-то колхоз. Нижнеудинский район. Что-то как-то непрезентабельно. А где Стелла? Все дела. Тут был Тулунский район. Да, ветер сегодня такой же. Лицо. Вон, если видно по деревьям. Посмотрел радар погоды. Ну, только где-то в воскресенье будет более-менее попутный ветер. А сегодня только четверг. Что-то он понавозили, что-то понавозили. Что-то делать будут, наверное. Вот трансформатор стоит. Ну, видать, строиться будут. Кафешку, может, здесь какую-нибудь. Едем прямо в тучу. Вот такая. Сейчас подъедем, и дождь пойдет. Не может же вести всегда так постоянно. Что-то роют, копают. Ну, наверное, трубопровод кладут. Это остановочка железнодорожная, правда. Станция Варяг. Вот и дождик пошел. Ну такой мелкий еще. Надел бампер защитный. А ничего, постою под дождем. Тепло на улице. Даже не буду дождевик одевать. Основной это дождь, он там дальше поливает. Прямо стена такая. Это так, какой-то залетный. Прошелся. Ну что, я зато... Ну вот шорты все вымокли. Футболка тоже. Ну вот, можно сказать, и искупался. А там да посерьезнее прямо поливает. Ну, вот температура 21,7 стала сразу. Не, вообще комфортная. От асфальта тепло идет. Все, за весь день-то нагрелся. А ты едешь, прямо ощущаешь это тепло. Шиберта или Шиберта. Шиберта, значит, там. Тоже он что-то копает, эскалаторы. О, здесь какие матерые остановочки-то. Как беседка. Да, в такой и заночевать можно. Да, вот если та гроза придет, там, конечно, дождевик одевать надо будет. Весь вымокнешь полностью. Тут что, меня намочило, уже весь высох. Так, а вот и новая волна дождя пошла. Полоса. Ну что, еще разок помокнем. Что-то не пойму, там остановка, не остановка. Так-то можно ускориться, если остановка.
Ну ладно, так уж быть, заедем под навес. Ну дождик такой. Фигня так-то. Ну ладно, что, можно передохнуть, уже 60 км есть. Дождь-то такой грибной, летний дождик. Орет ворона. Или врановая что-то. Кстати, ничего, такая беседочка. Прямо достойно сделали. Ну, поехали. Посидели. Чуть-чуть отдохнул. Ну, вот этот дождик прошел, потом еще небольшой был дождик. Понастроили. Что это за крыша такая? Труба под ней. А, это газ, наверное. Худоеландское. Я хочу через это Худоеландское проехать. А что она параллельно трассе идет. Чисто для разнообразия. Да и может быть там магаз будет. Да, дорога шикарная тут. До Худоеландского этого. Видать, старая своротка. Такой дождь вообще не напряжный. Да и пускай поливает. Че вот эта тучка? Сейчас пройдет. Там дальше опять солнце будет. Вообще не парюсь по этому поводу. Ну, чуть-чуть промокнем, да. Это те не монгольские дожди, когда днем 20 градусов, а когда дождь 15, а то и 10. Вот там, да, вот там фигово было. А сейчас ляпота. Вот оно, село Худоеландское. Кстати, дорога ничего такая, даже лучше, чем раздолбанный асфальт. Пойдет, ехать можно. Но вот что-то, кроме тех строителей дорожных, я вообще больше никого не вижу. Где все-то? Где все люди? Вот тут по левую сторону пешеходная дорожка будет. Ничего, молодцы, делают. Пора уже давно во всех селах асфальт класть. Сколько можно по щебням этим ездить. Вот, трубу положили. Дренажная система. Да, вот и станция. Вот даже остановка есть. А вот и магазин. У вас питьевые йогурты только в такие, да? Ага. Взял нектарины и зефирки шоколадные. Вот такой йогурт. Био-йогурт. Да, я его сейчас прямо выпью, да и все. Хотя холодный. Так что не зря заехал. Да, что-то вот фруктов каких-то захотелось. Еще бы я вишню взял. Если там еще будет магазин, я еще заеду. Может, там вишня будет продаваться. Или черри, как там модно говорить. Черри. Хотя черри и вишня — это абсолютно разные, по сути, ягоды. Вот уже здесь положили асфальт пешеходный. Такую трубу. Ага, вот еще походу один магазин. О, парнишки молодцы. Баскет гоняют. Это, видимо, школа здесь у них. Кино написано. Три магазина уже проехал. А вот четвертый.
Ну ничего, богата деревуха магазинами-то. А это почта. О, а здесь асфальт пошел. Здесь уже сделали, да. Вот, видать, по центру деревухи осталось доделать. О, другое дело сразу пошло. Домик прикольный. Из Диснея. 7 гномов там. Это, наверное, некогда был сельский клуб. Дискотеки, все дела. Былой эпохи. Ну вот и все, деревуха закончилась. Обратно на трассу гоним. А ничего, такая деревушка на выезде, заправка. Вон слева кафешка. Ну вот она и трасса. Хоть это закупились немного, да и так для разнообразия прокатились. И все же по трассе переть. Кстати, тут направо был поворот на Кадуй. И станция такая же. Хотя она слева почему-то. Вот и горочка пошла посерьезнее на сегодня. А то что-то одни холмы вверх-вниз, вверх-вниз. Вот эта горка-то горка. Хингуй. Великий Хингуй, что ли? Два в одном. И солнце, и ветер. Энергия так и прет. А тут просто фуры проезжают, они летают тут, крутятся, вертятся. Урбанистическая остановка. Соточка есть. Короче, я думаю заканчивать. Сотку сделал, да и хватит. Да. Хочу пораньше сегодня лечь, отдохнуть получше. И вот тут просто такой лесок сосновый. Вот охота в этом лесу побывать. Ну, наверное, все. Вот сейчас тут прямо и заверну. Вот здесь идеально. Ну, туда все кустарником заросло. Я что-то походил, ну, такой себе. Почему там не как здесь? Даже не знаю, может дальше ехать. Или пофиг, можно вообще здесь просто. Ну, охота сегодня костерок пожечь. Костерок будет привлекать с трассы. Уж близко больно будет. Да, тут что-то уж совсем непроходимо все. Ничего, найдем место свое. Станция Хингуй. Что-то вся облупилась уже. Ох ты ж, даже асфальт туда идет.
Ну ладно, что, еще прокатимся. Найдем место. Не обязательно же сразу же после сотки останавливаться. Время полно. Найдем место свое. Во, ручей. Киргитуйка. И где ты, Киргитуйка? Смотри-ка, есть. Хочу тряпочку намочить задним сразу. В ручье вода просто чистейшая. Кстати, можно было и просто воду набрать даже. Если бы надо было. Но мне воду не надо. Холодная такая водичка. Да, наверное, надо было там и оставаться. Да и пофиг, что рядом с дорогой. До этого вообще вот несколько метров от дороги ночевал и ничего. А тут что-то смутило меня, да? Странно. Ну вот, в общем, местечко. Там ничего такое. Я прошелся, посмотрел. Конечно, в разы лучше, чем там, где я нашел в начале места. Все, отправляемся туда. Вот такое местечко. Ну, вон трассу видно. Ну, где-нибудь здесь палаточку поставлю. Да, тут шишек, конечно, накидано. Вот, все быстро уберем. Ну, пока тут это располагаюсь, можно и льняного масла попробовать. Да, нормально. Оно не должно горчить. Если горчит, уже старое, значит. Это как надо. Ну, в общем, пока располагаемся. Что-то какие-то мухи вон мелкие. Откуда вас столько здесь? Эй! Вот тут все облепили. Капец какой-то. Сборище мух. Время костерка. Конечно, пожарная безопасность. Я полностью все до земли сделал. Чтоб ни в коем случае. Ну, потому что тут вон пожар был. Чтоб ни в коем случае опять пожара не было. То есть это надо все контролировать. Не, конечно, если даже так разводить, оно все прогорит до земли. Но это тоже рискованно. Под землей может там деревяшка лежать какая-нибудь, гнить. И потом она начнет тлеть. И вроде как костер погас, а все там будет тлеть, лежать. Ну, вообще сухари, они махом загораются. Вот уже охапку дров принес. Так, пока начнем с маленького костерка. Пускай разгорается. Такс. Ох, мухи тут налетали. Главный ингредиент. Без него никуда. Котелок с чайком. Ну что, сделаю чай, консерву с хлебом. А чай-то у нас сегодня вот с чем. С зефирками. И там еще всякое есть тоже. Штуковины, много чего осталось. Печеньки. Так, сразу же все подготавливаем. Так. Тушеночку откроем. Кстати, вот этот арахис, я его перед путешествием в Монголию брал, в России.
Этот арахис Монголию проехал, Байкал проехал и до сих пор едет со мной. Арахис путешественник. Так, тушеночка. И надо сразу же так сделать, размешать. Пускай начинает греться. Как-нибудь так надо сейчас сделать, чтобы котелок поставить сверху, чтобы оно все стояло. Это, кстати, вот это дерево. Это лиственница вроде. Молодая. Вот она так трещит. Сосна-то особо не трещит. Что-то, мне кажется, воды мало. Чуть добавим. О, другое дело. Ну, вот так вот и происходит наш ужин. Готовка ужина. О, дыма практически нету. Что-то тучи вон там появились. Да, палатка уже стоит как-то по барабану. Дождь, не дождь. Правда, тут интернет только 3G. Хотел обновить прогноз погоды, что какой будет. Ну, видимо, не в этот раз. Обещают на днях, вот где я был, ну, километров 100 назад. Что-то через пару дней 30 градусов. Жару обещают. Да, вода вообще махом вскипела. И что сейчас? Тушенка еще не согрелась. Ладно, пока в сторону подождем. О, какие кусочки мяса. Вместе с этими угольками. Ну да ладно. Так, ну-ка, бульон. А, нормально согрелось. Как надо. Ну, в общем, время ужинать. Вкусно. Ничего не скажешь. А чай еще будет вкуснее. Вот эти зефирки. Ну, когда я там йогурты покупал, пару зефирок съел, такие вкусные, шоколадные. Сейчас у меня вон еще что осталось. Вот эти печеньки. И вот еще одна тоже вот такая штука. Ну и брал я тоже, уж не помню где. В общем, у меня шикарный пир сегодня. И на десерт вот эти штуки. Выглядят как яблоки, но это... блин, как они называются-то? Типа персики маленькие. Вот ведь я забыл название. Ну да. Муравей. Тут большие, черные такие муравьи-то. Я ему кинул кусок хлеба. Вот он лежит, кусочек хлеба. А он на него в ноль внимания. Посмотрел, понюхал его. А вот на мясо накинулся. Смотри-ка, а. Вначале положил, оно горячее было. Он к нему подошел, хоп, резко отбежал, видимо, обжегся. Ну все, сейчас это, начал его кушать. Подостыло, сюда отошел где-то примерно. И начал кушать. Потом вернулся. Хлеб-то главное не ест. О, еще один ползет сейчас.
Интересно, увидит, нет? Он может как-то сигнал дает. В общем, муравью пир. Ну, я уже почти все доел. Вот это, а бульки остались. Ну и время чайка. Только что вот не было вот этих мошек. Ну, я бы уже тут сидел рядом. Только отошел, а мошки на хлеб накинулись. На кусок мяса. Вон он их гоняет, этих мошек-то. Защищает свой кусок мяса. Вон. Кусает его. Ничего, у них тут война началась. Не знаю, камера передает это или нет, но как бы должна видеть. Так забавно смотреть. У него клешни-то, о какие, он прямо это кусает так, откусывает. Вот кусок мяса взял. Так, он взял его, он сейчас его, наверное, понес куда-нибудь в норку. В свой домик. Да, все, пытается уйти. Туча. Пришла туча. Я, кстати, не против, чтобы дождик полил. Потому что, ну что, я уже почти все доел. Сейчас чаек, десерт. Да и потом уже это, мыться. И вот пускай, когда я буду мыться, пускай поливает дождик. Поможет мне. Как раз тряпочка сырая, вот в ручье намачивал. Вообще шикарно. О, до сих пор с нее капает. Ну что, посмотрим наш сегодняшний результат. 105,84, ну еще 5, ну почти 6 километров проехал. Я же как сотку проехал и сразу же остановился, увидел это место. Ну, зашел там, что-то не понравилось. Вот это место куда лучше. Ну, стоило вот это проехать. Все равно рано или поздно найдешь нормальное место. Сейчас 7 часов 13 минут ехали. 14,64, но ветер сегодня не давал особо ехать. Ну, 20 градусов. А по высоте 685. Да, пойдет нормально. Вот такой результат. Рано выехал и раньше это, ну, остановился. Хотя что, 105 километров можно было, конечно, и больше проехать. Можно было 120, 130. Но что-то мне не нравится, когда вот приезжать уже начинается смеркаться. Вот мне нравится за пару часов. Не торопясь, все сделать, там, то да сёда. И ложиться спать уже, когда уже начинает смеркаться. А не когда приезжаешь и начинает смеркаться. Ну что, в общем, наверное, все на этом. Вот такая серия получилась. Вроде особо ничего и не было такого. День как день, день сурка, все одно и то же. Плюс-минус, виды меняются. Ну сегодня это под дождем наконец-то поездили. Ну, дождь фигня вообще. Это не такой затяжной дождь, когда он может идти несколько часов без просвета. А когда едешь и видишь просвет, вообще ерунда. Едешь, дождик прошелся, да, и сегодня прямо был момент, что почти весь сырой был, шорты все сырые. Почти, ну, может, ну, до трусов, что уж таить-то. А потом солнце выглянуло, все, минут 20, ну, полчаса, все, опять сухой. Вот так вот. Вот так вот сегодня ехали. Летом, да, летом хорошо, когда тепло. Ну ладно, в общем, на этом все. Костерок погас как раз. Попью чай, поем эти розмарины, если я правильно их запомнил, как называются. Ну, не суть важно. Ладно, все, пока, до завтра.